Солнечный привет из Севард студии, и в этом видео мы рассмотрим с вами, как создать иллюстрацию на тему городского пейзажа. Для этого нам с вами понадобится бумага форматом А3, желательно акварельная и плотностью 200-граммовой. Также нам понадобятся акварельные краски и черный перманентный маркер, который не размывается водой. Поэтому предварительно проверьте свой маркер на размытие водой на отдельном листике бумаги. И мы берем графитовый карандаш как можно мягче, мягкостью B, и делим наш лист на 3 полосы так, что у нас есть центральная больше, сверху меньше и снизу еще меньше. То есть мы с вами сейчас компонуем расстановку нашего пейзажа, а именно линии домов, которые будут главными в этом пейзаже. Пейзаж у нас рисуется по представлению, это некий собирательный образ города. И сейчас, как вы видите, я намечаю на переднем плане длинное вытянутое дерево. С правой стороны и слева планируется за домами еще кусочек кроны дерева. Центральный дом у меня будет выпускать дым. И сейчас я намечаю после основных масс некую детализацию. Мы сразу не будем прорисовывать полностью все детали карандашом, но тем не менее основные моменты нам необходимо с вами наметить, понимать, сколько у нас с вами планируется этажей в домах, не обязательно прорабатывать все окна, ибо в дальнейшем, после работы с графитовым карандашом, мы с вами перейдем к работе черным маркером. Я еще раз повторюсь, что для данной иллюстрации я использую черные перманентные маркеры, которые содержат в себе спиртовую основу и которые не размываются водой, когда мы перейдем к работе с кистью. И вот как вы видите, после того, как закончено создание иллюстрации карандашом, я перехожу к работе с черным маркером. То есть я практически навожу все те линии, которые намечены карандашом, и добавляю еще линии. Как вы видите, у меня линии повторяются друг на дружку, накладываясь немножечко с таким съездом, не совсем один в один, чтобы создать определенную ажурность нашей композиции. И в данном случае мы будем с вами работать не только линиями, но и акварельными пятнами, чередуя наши художественные инструменты. И вот сейчас намечаются крыши, намечаются двери на домах, обозначаются окна. В данном случае это посвящено некому такому, я бы сказала, старому городу, не новостройкам. И вы можете, когда создаете свою иллюстрацию, представлять те города, в которых, возможно, вы побывали, либо же вы хотели побывать, и создать свой собирательный образ иллюстрации того пейзажа, того города городского, который ближе к вам. Но здесь у нас выбрана композиция без перспективных сокращений. Как вы видите, дома к нам расположены фронтально, ибо для тех, кто для себя начал только изучать азы художественной грамоты, это будет весьма несложная композиция. Как вы видите, окна, которые у меня на высоких домах, они у меня, вернее, сверху на верхних этажах, они у меня чуть больше размера. К низу я их делаю немножко меньше, и тем самым немного стилизуя, создавая легкую иллюзию высоты дома. В дальнейшем, как вы видите, я добавляю уже детали. Это некую кровлю на крышах, это некая кладка кирпичная на трубе, из которой выходит дым, ибо у нас с вами один из домов пускает дым. Ну и в дальнейшем, когда работа черным перманентным маркером будет окончена, буквально советую вам 1-2 минутки дать испариться спиртом маркера с поверхности нашей бумаги и перейти к тому, чтобы взять стирательную резинку и вытереть лишние линии. Желательно, чтобы вы, когда работаете карандашом графитовым и намечаете композицию, чтобы вы не сильно давили на карандаш, поэтому для этого выбирается более мягкий карандаш, чтобы вы не продавливали поверхность бумаги. И опять-таки, когда вы очень много будете тереть резинкой по поверхности бумаги, вы можете ее повредить. Поэтому я вам советую, чтобы вы нашли некий баланс между тем, как вы нажимаете свой карандаш на бумагу, и в дальнейшем, когда вы будете убирать излишки графитового карандаша с вашей работы, вы уже почувствуете и поймете, насколько вы работаете с бумагой, чтобы у вас поверхность не испортилась из-за резинки. Старайтесь выбирать резинку помягче. Я люблю для этого выбирать кахеноровскую классическую резинку со слоником.
И вот, как вы видите, толщина моих линий, которые я навожу в пейзаже, меняется. То есть мы не наводим одной толщиной линии, где-то линии у нас чуть толще, чуть тоньше. Конечно же, еще раз повторюсь, в дальнейшем мы будем также еще приходить к работе с маркером. Ну а сейчас, когда мы заканчиваем последние линии наводки нашим черным маркером, я уже буду переходить к тому, чтобы при помощи стирательной резинки вытереть излишки. Как вы видите, у меня два маркера, потому что иногда во время работы немножко маркер может подсыхать, и поэтому я их меняю между собой. И вот сейчас наступает тот момент, когда нам есть смысл убрать излишки резинки, что, конечно же, сделает чище нашу иллюстрацию. И мы с вами работаем с художественной графикой, потому что художественная графика у нас строится на линиях, точках и пятнах. И в данном случае линиями у нас выступают это обрисы нашего пейзажа, те детали, из которых он состоит, а именно окна, части крыш, это деревья и некая кладка на дороге перед домами. И также у нас есть некие такие точечки, фактуры, определяющие старость домов. Ну и, конечно же, пятна у нас – это наши акварельные пятна. И в данном случае я работаю принципом заливок по сухому, то есть применяю хорошо разведенную акварель на палитре и заполняю участки своих пятен на рисованной иллюстрации разного цвета. В данном случае работа идет сверху вниз, я как бы намечаю общий тон неба в голубоватых оттенках и перехожу к работе с крышами. Как вы видите, вопрос не стоит о том, что мы с вами закрашиваем как раз краску нашу иллюстрацию. Все-таки цвета между собой смешиваются, и красных у нас несколько оттенков, так же, как и на небе голубоватых. То есть помните, когда вы работаете с акварелью и применяете палитру, вы можете менять оттенки цветов благодаря тому, что по капельке в один цвет добавляете другой. И вот, закончив общую основную прописку крыш, я приступаю к тому, чтобы залить цветом наши дома. И в данном случае выбирается общий цвет теплых домов, такой охристо-желтой гамме. В дальнейшем еще будут наслаиваться еще другие оттенки. И данная иллюстрация создается у нас чередованием материалов. То есть в начале, когда мы с вами наметили композицию карандашом и после перешли к работе маркером, после маркера мы перешли к общим цветовым заливкам акварелью. После того, как общие цветовые моменты будут залиты на листе бумаги, максимально так, чтобы у нас не оставалось белых пятен больших, мы с вами подсушиваем нашу работу. В своем случае я, как всегда, использую фен для просушки волос, который у меня есть отдельно, рабочий, которым я помогаю просыхать своим краскам. И не очень горячим воздухом я просушу слой акварели, который создаст нам первую нашу прописку. Через какое-то время, когда мне понадобится добавить детали, я перейду к работе маркером. Главное, чтобы перед работой маркером вы каждый раз давали слою акварели хорошо просохнуть. Если же вы не будете применять фен, у вас просто немножко дольше будет работа идти над вашей иллюстрацией, вы будете давать ей просохнуть естественным путем. И как вы видите, вот именно сейчас, после первой основной прописки, вот сейчас у нас подсушивается работа феном. И после того, как она хорошо у нас просохла, мы приступаем к следующему слою нашей работы, то есть дополняю более яркие цветовые акценты, и они идут уже такими более мелкими мазками. Если первые пятна заливались большими массами, то сейчас добавляются небольшие оттенки внизу дома, где-то делается чуть ярче, чуть темнее крыша. То есть в дальнейшем, если вы будете внимательнее смотреть видео, вы сможете увидеть, где какими слоями, как я наслаиваю на нашей иллюстрации цвета. То есть, как вы видите, в крышу у меня применяются немного и оранжевые оттенки, более холодные красные. Под крышей создаются такие слегка прохладные тени,
Также добавляются элементы такие, как водосточная труба, которая у нас зеленовато-голубоватых оттенков, входная дверь. То есть у нас вся иллюстрация строится на такой холодно-теплой гамме. То есть зеленые и синие оттенки у нас в классификаторе цветоведения относятся к холодной гамме, и все красно-желтые цвета у нас в классификаторе по цветоведению относятся к теплой гамме. И в данном случае это дает определенной яркости и звонкости нашей иллюстрации за счет того, что мы с вами работаем на контрасте теплых и холодных цветов. В дальнейшем будут уплотняться цвета по тону. Тон – это когда мы смотрим условно на работу как на черно-белый снимок и понимаем, что что-то может быть темнее, что-то светлее. Поэтому не забывайте, что помимо того, когда вы работаете цветом, что у цвета может быть его яркость, у него также может его быть и тональность, светлотность, затемнение и засветление цвета. Вот сейчас уже добавляются более яркие зеленые оттенки на дереве, где у нас на переднем плане оно находится. И в дальнейшем будет идти у нас наслаивание постепенно на каждый из наших элементов, именно цветовое наслаивание. Как видите, плотнее крыши, которые за деревом у нас немножко уходят в тень. То есть, работая над иллюстрацией, помните, что вам необходимо думать о том городе, который вы себе представляете, придумывать, возможно, некую историю, и тогда вам будет писать намного интересней. Если вы не подписались на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста. Очень благодарна всем тем, кто подписался на мой канал и следит за нашими видео. А я, конечно же, желаю вам приятного просмотра данного видео и чтобы оно вас вдохновило на создание ваших интересных пейзажных иллюстраций, городских иллюстраций на тему старого города. И, конечно же, как всегда, я говорю вам не прощайте, а до следующих видео на нашем канале.